Привет, дорогие друзья! Начну с чего-то хорошего, что абсолютно не катит с этим видео и вообще не пересекается. Но надо о чем-то иногда и хорошем, и приятном говорить. Поэтому завтра у меня на частном телеграм-канале разыгрывается сумма, эквивалент стоимости iPhone. Это традиционная штука, по 15 числам мы это делаем. Пожалуйста, идите. Но у кого крепкие нервы, потому что там мы зачастую обсуждаем вещи, и многие люди не выдерживают, срываются в истерику. Но это бывает такое. Друзья, перед вами сейчас допрос, видеодопрос, которое мне опять удалось достать. Вы помните первое видео, я сказал, что мы будем пытаться найти людей, которые упомянуты были первым бойцом. Боец рассказывает про ситуацию в Мариуполе, как оно было. Теперь я традиционно еще раз подчеркиваю, люди находятся в плену, и поэтому люди могут говорить под принуждением, под тем или иным, того или иного рода принуждением. Это очень важно запомнить и четко это помнить. Дорогие друзья, смотрите, я публикую такие видео, думаю, что даже помогаю этим бойцам, потому что обычно вот кто похуже, тот идет обязательно на обмен. Российская Федерация отпускает именно таких, потому что если посчитать, что какой-то процент того, что он рассказывает, соответствует действительности, становится просто жутко. Тем не менее, второй раз за видео напоминаю, что человек находится в плену, надо делать на это скидку. Сейчас продолжим. Я Дещук Максим Святославович, 12.06.1996 года рождения. Я являюсь военнослужащим Вооруженных сил Украины, вхожу в состав Национальной гвардии Украины, 1-й патрульный батальон, военная часть 3033. Старший солдат, помощник начальника военного наряда. С 15 по 20 марта я находился на пересечении улица Соборной и Казанцева. На Соборной 9, это было красное двухэтажное здание, там находилась наша позиция. Находилась в городе Мариуполе. Старшим позиции был Бахва, иностранный гражданин грузинской национальности. Бахва отдал нам приказ открывать огонь по всем целям, приближающимся к позиции, вне зависимости, вооружены люди или нет. Он сказал открывать огонь по любым целям, потому что сказал, что там гражданских не находится. С 15 по 20 марта и шел человек гражданский, безоружный. И я выстрелил автоматной очередью в количестве 2-4 патронов, и человек упал без движения. Я был вооружен РПК. Ручной пулемет Калашников. Я Тищенко Юрий Юрьевич, на 7.01.1999 года рождения. Родился в Украине, Запорожская область, Мелитопольский район, поселок Новое. Нахожусь на военной службе в 501-м отдельном батальоне морской пехоты ВЧА 1965 на должности гранатометчика 1-го отделения, 1-го взвода, 2-й роты морской пехоты. 24 марта во второй половине дня я услышал по рации, что задержан военнослужащий, бывший военнослужащий 503-го батальона на белом автомобиле, который неоднократно уже попадался, его неоднократно останавливали. Было это на позиции Симферополь. После чего Овчинников Данил, позывной электрик, вышел на Икара, на командира 2-й роты Онупка Леонида Анатольевича, и спросил, что делать. Сразу же в эфир вышел командир батальона Бирюков Николай Валерьевич, позывной Бронза. Переговоры вел сам комбат. Вот он, Николай Бирюков, взявший на себя тяжелый груз решения о сдаче в плен. Он спас своих людей. Воинская часть должность. Командир військової частини 1965. Вышел по радиостанции на Икара и сказал: Анатольевич, вы знаете, что сделать. После чего они перешли на другой канал, что-то обсудили, и после этого командир 2-й роты Онупка Леонид Анатольевич вышел на электрика и сказал расстрелять данного человека, которого задержали. После чего я пришел на позицию Симферополь и увидел в смотровой яме связанного
гражданского человека. У него были связаны руки и глаза. После чего я, Захарчук Артур и Овчинников Данил пошли рядом с позицией Симферополь в жилой дом и отконвоировали этого человека. Он спустился в подвал, после чего Овчинников Данил совершил один выстрел из автомата АКС ему в область головы. Также 2 апреля при отходе с позиции Мирного, с переднего края, прорвали наш правый фланг. Был приказ командира 2-й роты, капитана Анупка Леонида Анатольевича Икара, всех, кто движется в сторону войск, сразу открывать огонь на поражение. Я и Овчинников Данил, позывной «Электрик», отходили в сторону женской тюрьмы. Мы увидели, что на нас движется гражданский человек. Расстояние было около 200-250 метров. Я совершил прицельный одиночный выстрел, около 3-5 выстрелов в его сторону, после чего он упал без признаков жизни. Так как я опасался за свою жизнь, если я бы не выполнил приказ, мог бы сам бы расстрелян. Вот такая история. Друзья, вы наверняка помните историю про человека, которого повесили якобы на здании суда в городе, занятом вооруженными силами Российской Федерации. Об этом написала американская СМИ, Financial Times, про это повешение. Об этом написали украинские средства массовой информации, об этом написал Антон Геращенко. Рассказали о женщине, которая являлась украинской активисткой, которую задержали и которую повесили на здании суда. То есть, что-то в этой истории соответствует действительности, как минимум имя, фамилия этой женщины и то, что она, скорее всего, мертва. Что-то вообще не соответствует действительности. Я вам показывал, откуда взялась эта история, но на меня сразу же, в тот же день, я был вынужден просто отодвинуть это видео, за что извиняюсь перед этим парнем, потому что была сдача Херсона и все остальное. Вышел сын этой женщины, а он наш поклонник, он наш давний зритель. И он попросил разместить вот это, вернее, я ему даже предложил. Давай разместим обращение к Следственному комитету, по моему мнению, абсолютно нерабочим, но тем не менее, к Следственному комитету Российской Федерации, к остальным, узнать, что на самом деле случилось с этой женщиной. И если, мое мнение, да, что я думаю, я что думаю, сейчас скажу после того, как он скажет. Меня зовут Мудренко Сергей. Я сын Мудренко Татьяны. 8 октября моя тетка сообщила мне, что мою мать задержала полиция Скадовска. И дала мне телефон полиции. Сейчас я его продиктую. +7 990 101 42 45. На момент событий февраля моя мать проживала в Скадовске. Она была проукраински настроена. Ходила на митинги. Сообщила мне, что ее даже забрызгали газом в момент разгона демонстрации. До 7 октября я с ней общался через Viber и Telegram, так как она, там не было украинской связи, а пользовалась она соседским Wi-Fi. Российской мобильной связью она не пользовалась. Я мать просил не ходить на митинги, потому что я очень переживал, что с ней может что-то случиться на нем, на митингах. Я по номеру телефона Скадовской полиции к ним дозвонился. Там мне не представились, не назвали фамилии. Я общался сначала с мужчиной, потом с женщиной. Я попытался у них уточнить, что произошло. Сказали, что ее задержали по подозрению в антироссийской пропаганде. И сказали, что она теперь ожидает следователя. Я им звонил в течение недели, уточнял, что, как дела, что с ней происходит. Говорили, что еще следователя не было. Так я им звонил целую неделю. 15 октября я не смог к ним дозвониться ни со своего номера, ни с любого другого. Вернее, со своего я не мог дозвониться, меня поставили в блок, а с любого другого номера трубку брали, как только слышали фамилию, сразу бросали и ставили меня в блок. 16 октября моя тетка сообщила мне, что мою мать убили. Я попытался узнать обстоятельства.
но информация была очень противоречивая. Со слов моей тетки, какая-то женщина, работающая где-то медсестрой, об этом ей по секрету сказала, что ее то ли повесили, то ли задушили. В интернете я начал искать, и начали попадаться сообщения на Facebook, в Телеграме, в Viber, во всяких чатах о том, что там повесили и всякое такое. А потом еще в разных чатах начали писать, что мать показательно повесили напротив здания суда. Я в это сразу не поверил, потому что как-то даже дико звучит. Потом писали, что ее мужа отпустили ее похоронить, и потом опять задержали. Информацию я об убийстве находил также на телеграм-канале «Правда Геращенко». Я дозвонился до полиции Херсона, вот телефон сейчас зачитаю, +7 990 032 75 39. Там мне пообещали узнать, и через пару дней сказали, что они дозвонились до Скадовской полиции, и там им сказали, что они такую-то женщину, мою мать, не задерживали. 18 числа дочь Анатолия, это мужа матери, сообщила мне, что его выпустили, а моя мать мертва. И он, муж моей матери, будет заниматься ее похоронами. 27 октября моя тетка прислала мне заключение судмедэксперта о том, что мою мать, где значится место смерти Мангубинская, 39. Я посмотрел на карте, там находится суд. Очень прошу Следственный комитет Российской Федерации, военно-гражданские администрации Херсонской области, Владимира Сальда, главу этой военно-гражданской администрации, СМИ и вообще власти Российской Федерации разобраться в произошедшем и помочь мне выяснить, жива моя мать или нет. Спасибо большое. Итак, мое мнение. Я думаю, что ее таки убили. Я думаю, что она начала в свойственной ей манере, потому что множество есть свидетельств о том, что она была достаточно резким человеком, там, не держала в себе, она начала кого-то оскорблять, скорее всего, кто-то приложил какие-то усилия, и, если можно так говорить, в этом случае перестарался. Хорошо было бы узнать, кто это, и хорошо было бы наконец-то прояснить данную ситуацию, когда человека задерживают, а потом он умирает от асфиксии. При этом про повешение, самоповешение, то есть самоубийство, никто речи не вел. Вы слышали, как работают службы там на местах, и все-таки рассчитываем, что, может быть, на материке кто-то отреагирует на эту ситуацию. За этим все. Пока.